Наверное, уже давно пора попробовать создать свое видео. Только вот о чем? Это хак, хак, хороший хак, этот хак, как же все-таки много хороших ромхаков. О, я придумал! Эмуляция. Она подарила нам много замечательных возможностей. Вспомнить детство и снова поиграть в свои любимые игры, приобщиться к незабвенной классике, которую вы по каким-либо причинам не могли себе позволить, открыть для себя незаслуженно забытые самородки, или лютый трешак, в который возможно играть неприятно, но посмотреть забавно, сохраняться или даже отматывать время в игре как последний читер, всячески баловаться с исходным кодом игры и смотреть, как она бьется в конвульсиях, больные ублюдки, и даже играть в фанатские модификации игр, которые порой изменяют их до неузнаваемости. Да-да, я говорю о хаках. Ни для кого не секрет, что хакинг существует уже очень давно. Хаков на всякие игры тысячи и десятки тысяч. Среди них есть хорошие и плохие, много чего о них сказано и много чего не сказано. Однако сегодня мы поговорим о чем-то более узком и относительно свежем. Не знаю, о чем вы там подумали. Как вы наверняка помните, одной из самых излюбленных среди хакеров франшиз является серия Sonic the Hedgehog. Более того, уже 15 лет существует такая добрая традиция, как международный конкурс хаков Sonic Hacking Contest, организованный сайтом Sonic Retro. Последний раз конкурс проводился в ноябре прошлого года и обещал быть особенным. Более строгое оценивание качества, более строгие правила, разделение на сам конкурс, где запрещены шуточные и мемные хаки, и выставку, где нет никаких запретов, как собственные судейства, стримы от широко известных в узких кругах контент-мейкеров, таких как End-Dude, Some Call Me Johnny, Radical Soda и Mega G Wolf, стримы с разных уголков земного шара, включая Россию. Короче, да, шума вокруг этого конкурса в прошлом году было много, но главное это все-таки хаки. Оправдали они весь этот шум? Итак, сегодня я постараюсь хотя бы мельком пробежаться по всем хакам, участвовавшим в SHC 2017, и заострить внимание на наиболее интересных. Хватит рассусоливаний, начинаем. Первым хаком, в который я поиграл, был Sonic Legacy. Титульный экран меня сразу порадовал, а вот за ним... Ну, это вполне себе обычный хак, где изменен дизайн и палитра уровней, а также неплохо подобран новый саундтрек. Никакими новыми приемами Sonic и Tails не обзавелись, никаких новых битв с боссами, короче, ничего из ряда вон выходящего. Глянем, что ли, Special Stage. Очень клевая музыка, мне нравится. О, соло просто офигенное. Если кто-то знает, откуда эта музыка, напишите в комментариях. Так, поворот. Оу. Тоннель что-то внезапно решил выпрямиться. Может, я давно не играл в оригинал второго Соника, но мне кажется, что этот хак иногда ведет себя несколько странно. Тут меня, например, остановил кусок земли, который еле выше моста. Тут я как-то на секунду слетел с рампы, а тут почему-то наоборот как будто примагнитился к ней. И что это вообще за часики, которые постоянно показывают 12:21? Я подумал закрыть этот хак уже после 3-го уровня, но... Эй! Алло! Где я? Что ты вообще такое? Окей, следующим я поиграл в... Не перебивай меня, ладно? Хак под названием Generic Sonic Hack. По большей части это тоже хак, в котором ничего примечательного кроме левел дизайна и нет. Ну то, что Соник умеет спиндешить, это уже далеко не новинка. Просто старые уровни на новый лад, ничего больше. Тут хотя бы затронули Special Stage, это уже приятно. Они не особо сложные, не особо легкие, они просто другие. На втором акте Гринхилла меняется музыка и внезапно появляется... вода. Ну, такого-то мы точно нигде не видели, да? 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 Но третий акт встречает нас еще одним новым треком и милой палитрой заката. Слегка измененный первый акт Marble Zone, и на этом, в общем-то, хак и заканчивается. Со второго акта игра продолжается как обычно, так что двигаемся дальше. А дальше у нас Rushed Sonic Hack, что переводится как хак на Соника, сделанный в спешке. Окей, это немного грубо. Ответ отрицательный. Ебать ты, кожевенник. Да, еще один левел дизайн хак. Местами с довольно подлой расстановкой врагов и несколько сомнительными дизайнерскими решениями. Вот чувствуется, что под этой верхней пружиной есть какой-то коридор, но туда вообще возможно попасть? Я не знаю. Иногда можно найти изумруды хаоса прямо на уровне в мониторах. Видимо, спешл стейджей тут вообще не завезли, и как-то приходится на всех 3 актах найти 7 изумрудов хаоса. Так себе решение, скажу я вам. Может, тут хотя бы босса поменяли? Давайте посмотрим. Охренеть, тут помимо самого работника еще раскачиваются целых 3 таких же гири.
Еще две платформы, которые ну ни разу не помогают, а скорее наоборот. Может, мне надо было получше поискать изумруды хаоса, я бы смог стать суперсоником, я не знаю. Блин. Блин. Да ну блин! Да ты пи... говно! Да! Так тебе, Ицун! Да! Пофигу! Давай иди быстрее! Что-то пока сплошное разочарование. Но не будем терять надежды. Следующий хак называется Ачи. Или еще одна тенденция в играх, которая немного раздражает и, в общем-то, бессмысленно. Интересно, что они имеют в виду. Окей. Да, все верно. Это просто старый добрый Green Hill с новой музыкой и системой ачивок. Всего тут 32 ачивки, которые можно получить за выполнение самых разных задач. Среди них есть и просто элементарнейшие. Прыгнул. Достал 10 колец, кувыркнулся, посмотрел вниз, умер. Однако есть и более сложные задачи, например, найти 8 красных колец, разбросанных по уровням, как в Super Mario 64 или более современных играх про Соника, если угодно. Также вот совсем немного изменен дизайн уровней. Теперь на привычных 3 актах можно найти 5 хитро спрятанных секреток. Правда, я пока нашел только одну и понятия не имею, где все остальные. И когда я ее нашел, камера начала резко подниматься вверх, я оказался внизу экрана и умер. Вот она награда за мои старания, да? А еще есть пара ачивок, которые намекают на существование секретного акта. Но его, к сожалению, мне тоже не удалось найти. Ну а если вы так и не смогли выбить все ачивки к концу 3-го акта, не отчаивайтесь. После этого игра начнется заново, а весь прогресс сохранится. Так что пробуйте, пока не выбьете их все. Ну или пока вам не надоест. Так, следующий хак это... О-хо-хо-хо, что ж, вот мы и встретились. Кот Пантуфа. Ну давай, удиви меня. Вы наверняка слышали об этом хаке из видео Эндюда. Изменено тут очень много чего. Новый персонаж, новый графон, новая музыка, новые звуковые эффекты, да даже стиль геймплея немного другой. Пантуфа управляется как нечто среднее между Соником, Марио и... Вапси. Я не знаю, как это объяснить, но ощущение складывается именно такое. Вместо системы колец тут есть лайфбар, который представлен в виде кошачьей лапы. При каждом повреждении загибается один палец, ну а когда ладонь превращается в кулак, вы теряете жизнь. Стоит, пожалуй, упомянуть, что с чувством юмора у автора тоже все в порядке. В этом хаке вы то и дело будете встречать всякие смешнявки и отсылки. Так, кажется, уже нам подходит босс, а у меня в горле пересохло. Пойду попью. Масака. Ладно, кто у нас босс? Чего, блядь? Короче, это типа собака из Дакханта верхом на Нес. Гениально же! Ну наконец-то я могу навалять этой псине за то, что ржала на меня все детство. Ну а получай, тварь блохастая, на тебе! Че, думаешь, ты лучше меня, да? Может, я сейчас без дробовика, но все равно наваляю тебе по щам. Эх, какое облегчение. Дальше второго уровня я, к сожалению, не прошел, нервы не железные. Но могу сказать, что хак является полностью доделанным и очень сложным. Любителям челленджа очень советую попробовать, тем более, что тут есть бесконечные жизни. А так хороший хак, да, но не осилил. Так, у нас на счету уже 2 хороших хака подряд, надеюсь, следующий нас тоже не разочарует. Соник 1 назад на Южный остров. Ну, во-первых, ай! А во-вторых, господи, это самый квадратный, самый унылый и убогий левел-дизайн, что я когда-либо видел. Весь уровень состоит из кое-как поставленных рядом друг с другом ловушек, из которых большая часть представляет собой просто кучу платформ, висящих над кислотой. Такой дизайн и такие унылые задники просто приводят меня в бешенство. Ну вот и где этот ваш контроль качества? Как это вообще попало на конкурс? А? Наверное, единственный плюс этого хака в том, что в нем всего один акт, и я прошел его за 2,5 минуты. Точнее, за 2, если не считать заставки в начале. Ну а после этого хак перезагружается. Так, все, ни слова больше об этом шлаге. Ух, так, окей, вот следующий должен быть нормальный. Блин!
Окей, вы что, охренели что ли, а? Ну нельзя ж так пугать. Так, ну ладно, это новый хак про барсука Ашуру, и вместо титульника нас тут встречает обучение. Окей. Так, здрасте, сейчас мы вас научим играть. Спиндэш и супер пилаут, окей. Дроп-дэш из Sonic Mania завезли, похвально. Смена персонажа — это бонусный монитор, окей. Что у нас тут может Ашуру? Спиндэш, пилаут, ладно. Резкий рывок вниз в прыжке, прикольно. Двойной прыжок, интересно. Прыжки от стен? Да я уже не Соник, я уже Шиноби 3. Так, Соник на полной скорости может бежать по воде. Ашуру делает... А еще он плавает, это круто. И разогнавшись, можно побегать по стенам, но это что-то как-то сложно. Окей, вроде все, можно начинать. Соник и Ашуру. Вот такие хаки мне нравятся. Казалось бы, вроде обычный Green Hill, но слегка приукрашенный. Улучшенные тайлы, там задник из Marble Garden. Уровни построены неплохо. Парочка новых способностей, которые работают как надо. Часто можно набрать неплохую такую скорость. Знаете, что мне все это напоминает? Sonic Mega Mix. Но в хорошем смысле. Не терпится посмотреть на спешл стейджи. О, это же музыка из Get Blue Spheres. Эй, это не Get Blue Spheres, это та самая музыка из Sonic Legacy. Да откуда этот трек, черт побери? Это что, мем какой-то или чё? Так, ладно, спешл стейджи тут вроде похожи на оригинальные, но... Во-первых, они представляют собой более обширные и запутанные лабиринты, а во-вторых, посмотрите, как они гладко вращаются. Просто... это так красиво. О, музыка из Knuckles Chaotix. Да блин, да Тетрис! Грёбаный Тетрис, серьезно? Кто тут над музыкой работал? Сильва Ганнер, что ли? Oh yeah, boy, welcome to the wood zone. Блин, на английском бы эту шутку поняли. Воу. Воу. О, ни хрена себе. Это ж как меня угораздило-то. Вроде все было нормально, а тут вдруг такое. О, наконец-то, я ж думал, не выберусь. Ну что, в целом очень приятный хак. Может, немножко недоработанный, но все-таки стоящий внимания. Едем дальше. Стоп, чё? Хак на Доктор Роботник Mean Bean Machine? Да ладно. Да, именно так, это Доктор Роботник Mean Bean Machine DX Edition. Хак, который... ну... делает эту игру больше связанной с Соником. Ну, в смысле, вот у нас есть маленький Соник, он мило танцует. Что еще-то? О, смотрите, тут написано Sonic и Tails. Это теперь игра про Соника. Ладно, на самом деле тут еще изменены диалоги в режиме сюжета. Добро пожаловать на фабрику бобов, где мы убиваем бобы веселья ради. Это реальное дело, а не какая-то там чушь с пуёшками. Стоп, чё? Это все Доктор Роботник Mean Bean Machine. По скриптум, если не можешь победить меня, оставайся сейчас, лол. Какие проблемы? Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вкусные бобы. Стоп, что? Я не должен их есть? То есть, если я их съем, я стану еще тупее, чем был? Мой друг Кот Биг ест их постоянно, так что захлопнись. Стоп, чё, Кот Биг? Так это игра в классическом или современном сеттинге? Вы уж определитесь, что ли? О, ты так далеко зашел? Один маленький двуххвостый лис тоже сюда добрался. Как-то мы его звали... Майлз, наверное. Кто знает, всем плевать, я все равно застрелил его своим маленьким бластером. Теперь у него нет мозгов. Ты следующий, ага. Ты чудовище, я отомщу за тебя, Тейлз. Together we can show the world what we can do. You are next to me and I'm next to you. Push me on through until the battle's won. No one... Ну, а может и нет. Прости, Тейлз. Ну а следующий хак называется Sonic Яичная фабрика. Не буквально, конечно. Короче, Sonic Egg Factory. Воу. Музон просто невероятно четкий. Знаете, давайте прежде чем взглянуть на хак, просто насладимся этой музыкой. Потому что это просто охрененно.
хватит с вас, пожалуй. Это такой коротенький хак с приятным технологичным дизайном уровней. Судя по его внешнему виду и названию, мы находимся на каком-то заводе Эгмана. Здесь мы сталкиваемся с уже привычными врагами, но некоторые из них ведут себя несколько непредсказуемо. Также тут есть щиты разных цветов, которые позволяют делать разные трюки, и Соник тут также может приклеиваться к стенам и отскакивать от них. На этом заводе довольно много труб, и когда я играл, я думал, а я вообще туда иду? Но этот хак довольно линеен. Снова босс с гирей, как оригинально... Вот казалось бы мелочи, но стоит убрать одно звено из его цепи, немножко его опустить и убрать платформы, и все становится гораздо сложнее. На фоне этого его вторая фаза, где он кидается бомбами, кажется даже легче. Второй акт примечателен тем, что тут появляется невесомость. И также в невесомости проходит и битва с боссом. Наверное, из-за этого кажется, что он просто можно сколько угодно скакать по его голове, но ему тут увеличили время неуязвимости. А это значит, что после успешной атаки вы будете постоянно напарываться либо на него, либо на его лазер. Но к этому можно привыкнуть. У меня на это ушла целая минута, как вдруг... Ну и тут где-то спустя минут 5 я его добил. Да, этот босс занял не меньше трети моего игрового времени. Да блин, Эгман, ты угомонишься или нет? Дальше заставляем Эгмана подорвать колонну и валим нафиг с этого завода, потому что он сейчас разлетится в клочья. Блин, все это напоминает мне хак Sonic Boom. Не этот. Вот этот вот, да. Только тут вместо такой вот безумной гонки чуть более спокойная полоса препятствий. Сейчас должен быть мега крутой босс, да? Да? Так, ну чё, это все что ли? Окей. Нас спасает Тейлз, Соник такой говорит: к такому можно привыкнуть. А потом они улетают. В общем, хак просто замечательный, но вот концовку я, честно, не понял. Что ж, да, наверное, я не рассказал даже про половину хаков с SHC 2017. Осталось еще много хаков, достойных внимания, но это видео уже как-то затянулось. Поэтому я решил поделить его на две части, ну, как минимум. Надеюсь, вам было не слишком скучно смотреть на мои потуги что-то обозревать. Если нет, то не скупитесь на лайки, подписывайтесь, если еще этого не сделали, комментируйте, рассказывайте друзьям, репостите где можно, ну и так далее. А если очень хотите меня поддержать, то реквизиты для доната в описании. Всем спасибо и до следующего чего-нибудь.